Приветик, стрельцы! Это я, Таня, и расклад для вас на июнь 2022 года. Что вас ждет? Давайте вытянем 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Эти 6 карт расскажут нам о всех сферах жизни человека, да, работе, общении, друзьях, любовной сфере жизни. В общем, все будет видно. Итак, первая карта. Карта замок. Но вы будете несколько холодны и консервативны в общении с вашим партнером как по браку, так и с другими людьми. Конечно, для кого-то эта карта может еще означать узаконивание отношений, либо встреча с каким-то партнером, который может стать для вас чем-то больше, чем просто знакомый. Да? Ну и в целом-то это и так у нас 7-й дом. Так, сексуальная жизнь у нас очень интересная. Компас. Ну что, стрельцы, здесь такая ситуация складывается у вас довольно интересная, но и немножко сумасшедшая. Почему? Потому что у вас здесь, с одной стороны, вы как бы хотите основательных отношений с вашим партнером, и вы выбираете себе вот так вот партнера основательно по карту замки. То есть вы рассматриваете какие-то качества человека серьезные, но в итоге вы можете сами же как бы и пасовать перед какими-то обязательствами, перед ответственностью. Здесь выходят такие карты. У вас могут быть, во-первых, в июне какие-то сексуальные отношения, очень важные, с человеком, который будет, который повысит даже вашу самооценку, либо вы, у вас будет какой-то новый даже сексуальный партнер, который может как-то заставить вас чувствовать себя на интимном уровне как-то немного по-другому. Но в то же время, вот, несмотря на то, что вы, с одной стороны, ищете каких-то серьезных отношений, с другой стороны, вы как будто бы все время в поиске, в общении. Вы все время выискиваете чего-то нового. Даже если у вас есть партнер, вам почему-то хочется чего-то еще. Как будто бы вы никогда не закрываете вот эту дверь относительно того, что вот у вас есть партнер, и вы хотите на нем остановиться. Вы не можете остановиться, вы смотрите везде, и даже за границей, и вам все время кажется, что тот человек, который у вас, может быть недостаточно хорош. Вот, по крайней мере, вам так будет казаться в июне, это то, что я вижу. Здесь вам не хватает, возможно, какой-то, я даже не знаю, как сказать, успокоения, какой-то мудрости. У вас есть по сектору наш 112 дом какие-то страхи, какой-то подсознательный умысел, да, который вы, может быть, сами себе не можете признаться в этом. Но что-то здесь вам мешает все время. И вот у вас могут быть, во-первых, ссоры с вашим партнером по браку, если он у вас есть. Вы можете... это не те ссоры, которые там приводят к разводу или к чему-то, но вы можете относительно каких-то важных моментов в жизни, вы можете ссориться и быть с ним несогласными. Возможно, вас потянет к чему-то, к другому, к каким-то друзьям, к новым путешествиям, к общению. Вы будете искать, куда вам поехать, например, или куда с кем-то, общение вам будет не хватать, как будто бы этого, как в вашем партнере, и, возможно, вы будете искать общение на стороне. Но в сексуальном плане здесь выходит мужчина у нас в сексуальном доме, и мужчина, да, который раздет, и поэтому я могу сказать, что здесь у вас могут быть... Интимная жизнь должна быть, в общем-то, интересная, но будьте осторожны, потому что вот эти два дома, да, плетки, это тоже сексуальная карта, и ваш партнер может как-то узнать об этом. И здесь у вас какая-то очень активная будет ночная жизнь, потому что карта совы, да, и такое впечатление, что вы будете ночами просто в июне не спать из-за каких-то таких дел, или поздно будете ложиться, или как-то ваш распорядок работы даже будет у вас больше на ночь ориентирован на ночные какие-то дела, либо ночные смены. Относительно работы, да, продвижения каких-то новых дел по работе, если, например, для вас эта тема актуальна, то будьте осторожны, потому что я не вижу, что здесь в июне вы можете начать что-то новое, либо договариваться с вышестоящими людьми о чем-то. Это может быть резко прервано, это общение, да, и
Да, вам стоит искать каких-то новых партнеров, но какие-то вот основные договоренности все лучше перенести либо на конец месяца, либо вообще на следующий месяц даже. Но в финансовом плане, в принципе, я не вижу проблем, здесь все нормально, даже вам может помогать кто-то в финансовых делах. И у вас будет много общения, возможно, с людьми издалека, из других стран. Может быть, вы вступите в какие-то новые группы, ассоциации, эм, будете как-то представлять себя в интернете, откроете какие-то новые сайты, места для себя, да, все-таки это как карта компас, да еще на таком социальном секторе. Может быть, вы будете участвовать в каких-то конкурсах, там, либо голосовать, либо вот, ну, вот что-то такое, какая-то социальная жизнь у вас будет довольно интересная, особенно она связана будет с иностранными государствами, другими национальностями. Здесь вам можно, кстати, посоветовать даже съездить куда-то в отпуск отдохнуть, это будет полезно для вас. Вот, кстати, да, возможно, вам нужен небольшой какой-то отпуск, отдых, потому что есть такая вероятность, что вы немного устали, либо у вас какая-то рутина, которая вас, ну, немного напрягает, и вы плохо спите по ночам, вам не дают спать какие-то мысли постоянно или что-то такое. Но отношения с вашим партнером, если он у вас уже есть, да, и это хорошие отношения, они не должны поколебаться, даже наоборот, вам нужно стремиться к какой-то основательности, потому что здесь карта замок. Для многих это могут быть даже принятие решения о том, чтобы узаконить свои отношения. Так бы я сказала. Итак, давайте посмотрим на карту из колоды Moon Knowledge и какой совет нам дадут эти карты. Да вот видите, опять же выходит созвездие у нас Козерога. А Козерог это все основательно, это какие-то главные моменты в нашей жизни, такие как новая работа, новая профессия, новый партнер, брак, покупка недвижимости, кстати. Вот, кстати, если вы хотели приобретать какую-то недвижимость, да, или что-то в этом духе, то, возможно, июнь это не лучший месяц. Вы можете выбирать там что-то смотреть, в том числе, да, вы можете даже иметь дело с недвижимостью в других странах. Но окончательное решение, возможно, вы будете принимать уже либо в самом конце месяца, либо даже в следующем месяце. Но по полной луне в Козероге я могу сказать, что какие-то основные решения, основной курс направления вашей жизни и то, куда вы идете, будет принято и должно быть принято. Вам нужно составить список то, чего вы хотите, как-то правильно расставить свои приоритеты, потому что Козерог очень любит это. Он любит, когда четко идешь к своей цели и даже, возможно, отбрасываешь какие-то ненужные другие дела, люди и какие-то суетные такие моменты. Здесь вы в поиске какой-то новой информации, и вот вам, чтобы эта информация нашлась, вам нужно как-то расширить, что ли, круг своих знакомств, знаний и так далее. И тогда у вас будут еще, это будет плюсом для вашей, для продвижения тех дел, которые вы хотите продвинуть. Вот, поэтому совет такой, да, основывайтесь на все, что имеет устои, что уже сделано на века. Может быть, это будет совет каких-то мудрых людей или там пример, опыт каких-то других поколений. Вот это все будет вам плюсом в этом в месяце июня 2022 года, Стрельцы. Ну вот такой расклад для вас, и до встречи на моих новых видео. Всем пока!